But what really worries me today is what's going to happen to us if machines can think. Поздравляю вас! Вы пережили еще один год в симуляции. Если у вас все еще есть работа, значит вы пережили массовые увольнения, всемирные катастрофы и перехитрили искусственный интеллект, которым ваш босс пытается вас заменить. 2023 год был самым сумасшедшим за всю историю, но судя по развитиям событий, он покажется сущим пустяком по сравнению с 24-м. Мы говорим о мире, где образование перестраивается, искусственный интеллект ваш новый лучший друг, а ваш кошелек такой же цифровой, как и ваша социальная жизнь. Мы провели огромную аналитику и выписали 10 трендов, которые стоит ожидать в 2024 году. Это не просто тренды и хайп, это вещи, к которым стоит подготовиться, чтобы выйти на новый уровень. Игра усложняется, но только не для тех, кто знает правила. Помните времена, когда вы сидели за школьной партой и думали, пригодится ли вам когда-нибудь тригонометрия? Что ж, 24 год смеется над этим. Мы увидим всплеск внедрения 3 новых направлений в образовании. Первое. Традиционное образование уступает нанообразованию. Это когда вместо 14 лет в школе и в университете заменяются на краткосрочные программы, курсы, направленные на развитие конкретных навыков. И они даже на телефонах. Статистика Мэрин Линч говорит, что так учиться на 45% эффективнее. Хотя я, конечно, не могу понять, как можно изучать физику на телефоне. В общем, тренд на научился и сразу же пошел монетизировать свои навыки. Не думаю, что прям все школы и университеты сразу же закроются. Скорее всего, это станет не таким обязательным. И ученики сами начнут выбирать, что лучше для них. В США 41% подростков уже планируют стать предпринимателями, а 10% до 18 лет уже запустили свои бизнесы. Поэтому все больше и больше будет идти спрос на такие платформы, как Coursera, которые еще идут в ногу с трендами и внедряют искусственный интеллект, где вместо преподавателей уже проверяют домашки, анализируют вашу успеваемость, ваши уроки, для вас разрабатывают уроки, чат-боты, искусственный интеллект. В Америке в 2023 году уже для эксперимента запустили такого чат-бота Джилл Уотсон, которая отвечала на вопросы учеников. И с 97% вероятностью ответы были точными. И в 2024 году уже 45% организаций внедрят искусственный интеллект. Хотя мое личное мнение, что все очень неотносительно и возникает даже больше вопросов. Еще одна несостоявшаяся технология, которая может вернуться в 2024 году, это виртуальная и дополненная реальность. В первую очередь благодаря Apple Vision Pro, запуск которого планируется на 2024 год. В прошлом Apple уже запускала революционные продукты, вспомним хотя бы мышку, которая заряжается снизу. И если эти очки приживутся, мы можем с вами увидеть всплеск новых возможностей для разработчиков. Однако, если Apple не подумает снизить цену с $3500, то VR рискует стать более нишевым продуктом, хотя и очень крутым. Остается только ждать китайских предпринимателей на выпуск более дешевых аналогов. Тем не менее, он пробирается в торговые центры, где вы уже сможете примерить на себе косметику, одежду, обувь, не примеряя это физически. Бренды активно пытаются внедрить эту технологию, чтобы, так сказать, у вас не было отговорки «мне не подходит». Так что, несмотря на сомнения, AR, VR, возможно, могут нас удивить в 2024. Искусственный интеллект. Пожалуй, главный центр внимания. Как о нем не поговорить? Он ускоряет приход многих технологических трендов, которые ожидали увидеть через 5-10 лет. Мы с вами и поверить не могли, что в 2023 году искусственный интеллект станет твоим лучшим другом. Чату GPT всего год, окажется, что гораздо дольше. И самое интересное, что большинство людей даже еще не прикоснулись к нему. Но в ближайшие несколько лет это изменится. Хотя бы потому, что в 2024 году такие компании, как Google, выпустят телефоны уже с внедренным искусственным интеллектом в операционные системы. И быстро подсадят и тех, кто еще не пробовал с ним взаимодействовать. Началась глобальная гонка. Каждая компания хочет создать свой искусственный интеллект, свою языковую модель. И всего за год у нас уже ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google, Bing от Microsoft, Cloud от бывших сотрудников OpenAI и, конечно же, Grok от Илона Маска.
Но от тех, кто не успел, тот IBM, Meta, NASA, Гарвардский университет и еще в совокупности 50 топ-компаний, которые соединяются в альянс, чтобы создать свой искусственный интеллект, свою языковую модель, чтобы опередить OpenAI. Конечно, кто бы мог подумать, всего за 1 год искусственный интеллект буквально везде. Все компании только об этом и говорят и хотят его внедрить к себе. Но если смотреть на исследования Гартнера, то искусственный интеллект сейчас находится почти на своем пике. И после пика в любой технологии начинает находить изъян. Соответственно, идет огромное разочарование. Но как только разочарование проходит, а оно проходит, потому что люди как бы начинают осознавать его реальные возможности, сразу после этого начинается прям массовое внедрение и применение. Поэтому, если вы не хотите упустить эту золотую жилу, то необходимо начинать изучать искусственный интеллект, технологии эти уже в 24-м. Роботы. В 23-м году вы, скорее всего, уже видели видео с летающими машинами, роботами, делающими паркур, или роботами, которые говорят очень страшные вещи о человечестве. И если многие думали, что это эффекты, прототипы, и когда-нибудь появятся в будущем, то, к сожалению или к счастью, это все реальные вещи, которые мы с вами увидим уже в 24-м году. В феврале 23-го года роботов насчитывалось уже 3,5 миллиона, а с появлением искусственного интеллекта ожидается удвоение их в 2 раза в 24-м. Вот самые нашумевшие машины из них. Digit от Agility Robotics, Apollo, Ameca, Optimus Gen 2 от Tesla, Atlas от Boston Dynamics, один из самых продвинутых гуманоидных роботов. Пока большинство этих роботов все же будет использоваться компанией для их внутренней работы, переноски, логистики, оптимизации. Я все же думаю, что в 2024 году мы сможем их увидеть в реальной жизни, хотя бы для того, что компании захотят их протестить в реальном мире с реальными людьми, а не среди закрытых компаний. Думаю, в обзорах о технике мы, скорее всего, увидим обзор робота X против обзора робота Y. Но все может остаточно поменяться, когда Google внедрит свои чипы Gemini в роботов. Когда те не только смогут выполнять команды, которые в них зашиты, но и чувствовать прикосновение, считывать чувства человека и отвечать на них. Цифровые деньги. Не уверен, насколько вы в курсе этого тренда, который будет скорее уже запускаться в 2024 году, но важно осознавать его масштаб и причины, по которым он заслуживает внимания, кроме того, что это избавит вас от ненужных бумажек в вашем кармане. Например, в Дании доля наличных уже менее 3%. В Китае прививание цифровых денег внедряется постепенно. Наличные просто становятся неудобными, и люди отказываются их принимать. Да и вы сами, когда последний раз использовали наличку? Плюсы есть, но все ли так радужно? То, что мы представляем как цифровые деньги, может существенно отличаться от того, что на самом деле планируется внедрить и как оно будет работать. Это не просто замена наличных, а электронные деньги как есть сейчас, так и останутся. Это новая система под названием CBDC. Центральных банковских цифровых валют, полностью контролируемая центральными банками. Что важно знать о CBDC? Версия из официальных источников. CBDC – это не криптовалюты, а официальные цифровые деньги, выпускаемые центральными банками. Удобство и безопасность. Банковский счет или кошелек в телефоне. И это безопасно, потому что контролируется государством. Версия из неофициальных источников. Конфиденциальность, а точнее тотальное ее отсутствие. Все ваши транзакции вне страны можно проверить одним нажатием на вашу фамилию. Зависимость от интернета. Нет интернета – нет покупок. А если вы в отдаленной деревушке? Ограничения. Что-нибудь не так сказал, подумал, сделал, отключают тебе кошелек и все. Налички-то не будет. Не знаю, какая реакция будет у народа, но в Нигерии, где ее уже применили в 2023 году, думаю, в качестве эксперимента, прошло не все так гладко. Население восприняло это скептически, предпочитая традиционные бумажные деньги. Хотя 50% нигерийцев используют криптовалюту, и только менее 0,5% попробовали CBDC. Правительство пытается стимулировать народ, давая всевозможные скидки на такси, если используешь CBDC. Но нет, не работает. Народ бастует до сих пор и хочет бумажные деньги обратно. Некоторые считают, что CBDC – это как бы ответ от государства криптовалютам. Попыткой создать конкурентоспособный продукт, который может изменить или даже вытеснить криптовалюту. Вопрос только в том, сможет ли CBDC вытеснить криптовалюту, которая все это время действительно казалась чем-то очень сложным, спекулятивным, с огромными рисками и мошенничеством. Или она может стать неким местом для свободы, когда очередному Васе отключат его кошелек, если он перешел на красный свет.
Криптовалюты в 2024 году станут не только трендом, но и обычным явлением в нашей жизни. Хотя бы по нескольким причинам. Первое, потому что технология блокчейн станет более понятна, так как ваши официальные деньги имеют к нему причастие, хотя бы к самой технологии. А во-вторых, скорее из-за поиска чувства свободы и собственности, что ваши деньги принадлежат вам. И ты их можешь тратить когда угодно и в любом объеме. Кибербезопасность. В 2021 году расходы на кибербезопасность составили 6 триллионов долларов, а это 190 тысяч долларов в секунду. Из этого можно делать вывод, что понесенный ущерб намного больше, иначе зачем столько тратить? Сейчас поясню. Вся банковская система сейчас построена на шифровании с публичным ключом. Алгоритм RSA – один из них. Однако, если посмотреть на темпы роста производительности квантового компьютера, то окажется пересечение графиков роста кубитов квантового компьютера и количество кубитов, необходимого для взлома, например, алгоритма RSA, алгоритм шифрования, то их пересечение окажется в районе 27-28 года. Иными словами, к 27 году хакеры подберут к любому открытому ключу закрытый ключ, и алгоритму наступит конец. То есть буквально каждый банк, любое приложение будут взломаны. Поэтому я считаю, что в 2024 году возникнет тренд на постквантовое шифрование, а для него нужны безопасники, иными словами, тренд на кибербезопасность. И в конце я хочу затронуть тему, которая, думаю, в 2024 году станет не просто трендом, а необходимостью программирования. Что мы видим? Мы будем жить в мире, где почти все связанное с компьютерами, с искусственным интеллектом, с роботами, цифровыми деньгами. И уже в 2023 году было очевидно, что те, кто немножечко разбирается в коде, словно волшебники, они не просто пользуются тем, что им дают, а они превращают эти программы в своих личных помощников, настраивая их под себя. Так что последний тренд на сегодня – это программирование. И это не просто навык, а скорее новый язык общения в эту цифровую эпоху. Ведь умение хотя бы читать код открывает перед вами дверь, где вы не просто потребитель, но и создатель своей цифровой вселенной. И не думаю, что нужно становиться гуру, нужно хотя бы знать основу, уметь читать код. Это как иметь компас в вашем кармане. Так что, друзья, берите этот компас, и пусть он ведет вас в новые горизонты. И в конце я хотела бы сказать очень важную вещь о так называемых трендах, которые многие очень часто забывают. А именно появление того или иного тренда, а точнее его продолжительность или закрепление, всегда в конечном итоге зависит только от людей, от их выбора. Даже самые крупные монополисты не могут задержать тренд, если миллионы против. Поэтому знайте, чего вы хотите, и не бойтесь об этом говорить. Возможно, одно честное и открытое мнение привлекет себе мнение от другого человека, который тоже боялся его высказать. А потом появится третий, и смотри, уже миллионы. А что вы думаете о 24-м? Стой, стой, стой! Я забыла вас поздравить, ведь совсем скоро у нас будет Новый год. Ребят, я очень благодарна вам, вашему доверию, вашей огромнейшей поддержке, которую вы дали мне на протяжении года. Именно благодаря тому, что я вижу отдачу от вас, я продолжаю снимать контент, я продолжаю хотеть его делать намного качественнее, намного лучше, открывать какие-то новые темы, новые горизонты. В 2024 году я бы хотела дать еще больше полезности. Напишите в комментариях, какой контент вы еще хотели видеть, помимо обзора нейросетей, которые, несомненно, останутся на этом канале, потому что это будущее, его стоит обозревать, его стоит знать и изучать. И пусть 2024 год станет вашим годом. С Новым годом!